Сегодня расскажу, какие техники катания есть в сноуборде и какие разновидности соревнований бывают. Начнем с самого простого, когда вы делаете обычные повороты. Обычные повороты чаще всего делаются за счет проскальзывания, когда мы не встаем на канты, а просто поворачиваем и соскребаем снежок. То есть это можно называть обычный поворот. Идем дальше. Переходим на следующий уровень. Катание — это карвинг. Когда мы начинаем делать резаные повороты, когда мы перекантовываемся с переднего на задний кант, и после нас остается такая змейка, полосочка такая, хоп-хоп-хоп. Это называется карвинг. Чем карвинговые повороты отличаются от поворотов с проскальзыванием? Когда мы проскальзываем, от нас не будет оставаться змейки. Мы просто соскребем снежок на заднем кантике, потом соскребем на переднем, и вот так вот будем спускаться и перемещаться вниз. Как и говорил, если вы делаете карвинговые повороты, то перемещайтесь с канта на кант, и от вас остается след. Идем дальше. Есть такое понятие, как фрирайд. Оно означает катание по неподготовленным трассам. То есть, например, вот идет отратраченный склон, вы выехали с него, и все, вы занимаетесь фрирайдом, так сказать. Можете проехаться по пухляку, заехать в лес. Есть такое направление под названием бэккантри. Вот бэккантри, если дословно переводить, бэккантри, где-то за пределами города, вроде бы так это переводится, насколько у меня хороший английский. Что это означает? Что вы приезжаете в место, где абсолютно нету цивилизации, и берете, поднимаетесь в гору пешком. Поднимаетесь и потом спускаетесь по этой горе совершенно по неподготовленной трассе. То есть цивилизации никакой нету механических подъемников, ресторанов и так далее и тому подобное. Еще есть такое понятие, как хелибординг. Это означает, что вы садитесь в вертолет улетает на какую-то неизведанную гору, где абсолютно нет никакой цивилизации, выкидывает вас наверху, и вы хреначите вниз по этой классной горе со свежим снежком. Это называется хелибординг. Далее разберем фристайл-дисциплины. Первая, самая простая, называется баттеринг. По сути, это трюки на плоскости, когда вы едете по трассе подготовленной и делаете какие-то трюки, делаете какие-то прессы. Все это называется баттеринг, или флэт-трюки. Кроме этого, у нас есть парк. Что включает в себя парковое катание? Парковое катание — это трамплины, парковое катание — это всякие боксы и рейлы, перила. Парковое катание — это пайп. Что такое пайп? Пайп — это такая полутруба, в которой мы заезжаем, вылетаем, и где-то заставщик поставит эту трубу, чтобы вы поняли, что это, как это выглядит. Как называются люди, которые скользят по боксам и по перилам? Эти люди называются джиберы, и это направление называется джибинг, скольжение именно по каким-то твердым предметам типа перил и фанбоксов. Люди, кстати, которые катаются в пайпе, их никак не называют пайписты. И у нас есть еще одно направление, это классический фристайл, просто прыжки на трамплинах. Этих людей отдельно никак не называют. Вроде перечислил все направления в сноуборде, давайте еще раз пробежимся по ним. Есть повороты с проскальзыванием, есть карвинговые повороты, есть у нас катание во фрирайде, есть у нас катание бэккантри, у нас есть хелибординг. Что касается паркового катания, есть у нас пайп, есть у нас джибинг, это когда мы по перилам, по боксам, и мы прыгаем на трамплинчиках. А теперь я расскажу, какие дисциплины бывают в спортивном сноуборде. Как вообще проходят соревнования по сноуборду. Первое — это слалом. Слалом представляет собой трассу, две трассы, которые идут параллельно друг другу, где поставлены флажки. И вам нужно объезжать эти флажки на скорость с вашим соперником. Идем дальше. Есть такое направление, называется бордер-кросс. Бордер-кросс представляет собой трассу с трамплинами, с контруклонами, с какими-то волнами. Много всякой штуки. И 4 человека, чаще всего 4 человека, 4 или 6, они должны соревноваться на скорости. То есть они стартуют одновременно, кто первым придет на финише, кто быстрее всех пройдет эту трассу. Это называется бордер-кросс. Идем дальше. Есть соревнования также в пайпе отдельно, они так и называются, соревнования в пайпе. Есть отдельная дисциплина, называется биг-эйр. Биг-эйр у нас это один трамплин, прыжки на одном трамплине. Все.
больше здесь сказать нечего. Есть еще такая дисциплина, которая называется слоуп-стайл, и она представляет из себя следующее. Серию из нескольких трамплинов и какие-то джибинг-фигуры, например, рейлы, какие-то боксы, все это может быть перемешано, то есть сначала идут трамплины, потом перила, потом опять трамплины, и все это называется слоп-стайл. Вот. Конечно, есть еще соревнования по джибингу, ну, вы можете догадаться, если это соревнования по джибингу, то там будут только рейлы, какие-то боксы, и, в принципе, на этом все. Также проводятся соревнования во фрирайде, то есть человек должен проехать трассу максимально красиво, максимально сложно, то есть у них тоже есть определенные критерии, как можно все обыграть, когда вы катаетесь вне трасс, то есть и делать трюки, и прыгать с надувов, и на этом все. Вот здесь появятся какие-то видосы, здесь кнопка волшебная, не скажу, что она даст. Если вы нажмете, вот здесь появится кружок, узнаете, что произойдет. Будет сюрприз.